4 до 8. Прикинь, в 2 раза вот такая брова. Смотри. Смотри, какая хрень, блин. Ну, братанов 1,5 года не видел. Братанов, блин, я не понимаю, что там происходит у них. Живые, не живые. Интересно, сегодня будет бонус? Я думаю, что будет. Я очень на это рассчитываю. Вот она, вот она, вот она. Да ну нафиг, это лещ. Ребята, я дождался. А чё не голубой вертолет пролетел? Как бы я ни на что не намекаю, но тут в Европе как бы сам Бог велел. Всем привет, я Макс, это канал Рыбалкин ТВ. Наконец-то, сегодня у нас рыбалка в Германии. Всех, кто соскучился, крепко обнял. Всем, кто первый раз, добро пожаловать. Находимся мы почти в центре Германии, на красивейшем озере. Вот такой здесь вид. Шикарный. Лебеди плавают. Кто-то спит еще. Кто-то он там вдалеке, он движникует уже. И да, конечно, был я здесь на разведке уже пару дней назад. Немного прощупал почву, как говорится, но все по порядку. И хочу сказать, что есть разница в ловле, есть разница в рыбе. Сегодня в течение дня посмотрим. Расскажу немного по прикормке, оборудованию, по ценам, по наживке. В чем есть отличия, в чем нет отличий. Думаю, будет интересно послушать. Ну, я думаю, очень сильно удивишься. Итак, по прикормке, какие у нас интересные моменты есть. Я думал, что это будет существенно дороже, чем в Казахстане у нас. Но, в принципе, самая дешевая прикормка, я взял здесь 2,5 килограмма было. И получается евро 80 центов. То есть это недорого. И что меня удивило, это самый дешевый корм, который я нашел через интернет. Что здесь есть вкрапления по станчинке, вот если видно, вот такие яркие. И второе, это уже вот такие вот килограммовые пачки. И что интересно, здесь вот все почти на русском написано. Основной текст, производитель и адрес Франция и так далее и тому подобное. В общем, прикольно. И вот эта прикормка стоит в интернете 2,5 евро. В принципе, цены шикарные, ничем не отличаются. У нее еще своя ароматика классная. Как я соскучился по этому всему. Соль пойдет. Можно было бы еще добавить, конечно. Так, начинаем замес. Хоп-хоп-хоп, погнали. Так, здесь у меня еще старое, все старое осталось. Даже не помню, какая 0,12, по-моему, плетня. О, техника. Ай-яй-яй, как я по тебе скучал. Красота. Видишь, да, вроде ровно все кольца стоят. Все, красота. Так, собрал монтаж. Ничего лишнего, все по классике. Здесь у нас получается идет карабинчик с вертлюжком под груз или кормушку. И идет отвод под поводок из фидергама диаметром 0,6. Здесь на петельке бусинка. И идет петлей привязан к бусинке основной шнур. Все, вот здесь у нас узелок получается от петли. И свободно все через него ходит. Делаем первый заброс. У меня даже, понимаешь, здесь какая-то клипса осталась с Казахстана, с прошлых рыбалок.
посмотрим, куда эта клипса нас приведет. Так, ориентир. Ага. Вау. А недалеко. Так, маркерный грузик у меня 60 грамм. Поэтому падать он будет быстрее, чем в прошлый раз 30-граммовым я промерялся на Питер. Ну, вон лебедь уже подплывает. Я тебе ничего не дам. Не надо на меня так смотреть. Давай плыви отсюда, будешь мне мешать. Фух. Так, погнали. Сейчас бросим чуть подальше. О, гуси бесперделить начинают. Вы что бесперделите, алло? Летают тут. Ох, давайте, еще двое отстали. Все, погнали. О, нормально. Нормально. Так, давай посмотрим, что там у нас. Погнали. Интересно, есть здесь какие-то на той глубине камушки или ракушки? Ни хрена. Просто какое-то, по моим ощущениям, какое-то просто илистое дно. Нифига там нет интересного. Прям илистое дно. Да. Вот потихоньку солнышко выходит. Так, надо не забыть разобрать подсак, прежде чем начну ловлю, потому что здесь это обязательное правило, когда начинаешь ловить, у тебя подсак должен быть уже наготове. Вот. Правило здесь нужно соблюдать. О, какой-то вот твердый участок. Такое ощущение, что какие-то там не прям каменная гряда, а какие-то вот камушки лежат в рассыпную. Прям очень хорошо прослеживается. Давай клипсанемся. Ой-ой-ой, у меня тут беда. Не-не-не. Назад откатываемся. Что-то у меня тут. Что такое? Что это тут у меня? Ты что, у меня так леска устала? Ё-моё. Окей, сейчас вымотаю. У меня леска. Со шпули вылезла один виток. Что тут какая-то хрень, блин. Вот что значит отвык от рыбалок. Ничего, быстро наверстаем. В прошлый раз я думал вообще забросить с первого раза не смогу, а четко все. Это как я переживал очень сильно по этому поводу, что растерял все навыки, а оказалось, что-то я там мыл какой-то притаранил. Что-то непонятно, вроде не сильно пахнет, но запах есть. Так, ну сейчас теперь надо до этого витка. Офигеть, он далеко, надо вымотать. Вымотать его и нормально положить. О, все, виток прошел. Теперь давай заново посмотрим, что там у нас идет. Опа. Ил. Сейчас до камушек дойдем, нет опять? Ил. Такой мягковатый, вот вязнет в нем прям грузик. Так, где мои камушки? Алло.
Алло. Вот вроде потверже что-то пошло. Да, вот потверже пошло. Где камушки, блин? Это что, я уже почти к берегу домотал, да? Или нет? Или мне так кажется? О! Во! Вот они камушки. Вот они камушки. Пошли, все, клипсуемся. Так, клипсуюсь на резинку, как обычно. Очень удобно. Все амортизирует, не надо сильно напрягаться. Комфортно. Все по фэншую. Ну, так это и не сильно далеко. Вот, вот они. Какая-то хрень. Кто-то сыло. Прогнившие черные уже листочки какие-то. Но не сильно воняют. Нормально так. Не гнилой. Так, посмотрим, что у нас там вышло по точке. А, ну нормально. О! Когда близко кинул, там было вот эти вот как раз 3-4 метра пикерные мои. Пикерная дистанция. На счет 10-12 вот этот грузик упал, 60 грамм. Сейчас на счет 20 упал. То есть 2 раза больше практически глубина. Где-то получается под 8, да? Ага. Вот. Ил этот какой-то. Вот он прям переход пошел уже. Как бы легко шло. И вот они. Какие-то непонятные. Ну, твердое дно какое-то. Пошло камушки, то ли. Брал. Вот. Сейчас до бровки дойдем. Далеко это она идет. Вот хорошо. Сейчас легко идет прям. О, все. Все, пошла брова. Вот она, брова пошла. Да, все. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну хорошо, я как раз от бровки. Там сколько метров? 3-5 стою. От вот этой злой бровы. С 4 до 8. Прикинь, в 2 раза вот такая брова. Ну, я думаю, удачно все. Заклипсовался я. Вот, теперь надо посмотреть, что там у нас кормов. А, я обороты не посчитал. Ё-моё. Надо обязательно посчитать обороты. А то... Угу. 20-23 где-то падает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 30, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 40. Вау! 40 оборотов. В принципе, не такая уж и большая дистанция. Толчок у нас 40 оборотов, это около... Сколько, блин, считать надо сейчас, ё-моё. Где-то от 32, от 30 до 35 метров, короче, не так уж и далеко. Вот, поэтому для меня нормально будет сегодня такой дистанции ловить. Так, теперь по насадкам, что у нас? Кукуруза, немецкая какая-то кукуруза. О, и тут есть что интересно, вот такой вот шкала, вот она идет. Вот она, видишь, это шкала качества. То есть красная это полная херня, и зеленая это типа все экологически офигенно. И вот это вот зеленая. Да, ну она недорогая. Цена отличается, но у кукурузы это недорогая сама по себе, в принципе, меня устраивает. И так, опарыш. Опарыш. Ох, ё-моё. Все, больше половины куколки у нас. Смотри. Смотри, какая хрень, блин. Короче, заказал пол-литра опарыша. Пришел в пакете, в вакуумном пакете. Замороженный. Хорошо, они его там обложили этим, ну, бутылкой с водой ледяная. То есть он был такой остуженный, он еще не шевелился. Я думал, он дохлый. Ну, братанов 1,5 года не видел. Братанов, блин, я не понимаю, что там происходит у них. Живые, не живые. Короче, разложил их по дозам. Все. Отнес в подвал, в прохладное место. Через часик спускаясь, ожили. Зашевелились. Все живые, все двигаются. Думаю, ура, классно. В подвале пол немного прохладный.
оставил их. У меня вот такие дозы еще больше есть, то есть на 5 доз, чтобы они не давили друг друга, по вот так вот. И захожу через 2-3 дня уже перед рыбалкой, перед разведкой. Блять, больше половины окуклились. Ё-моё, я давай перебирать. И вот так вот живых осталось, вот. И поставил в холодильник дома. Опять пришлось Юлю напрягать, то что опарыш опять в холодильнике. Опять начинается эта история, блин. И вот, что с ними стало в холодильнике. Ладно, как бы, надо будет решить этот вопрос. На крайняк есть черви. И хорошо работал кукуруза в прошлый раз. Но я уже приобрел такой холодильник, бокс. Он там и нагревает, и морозит, и от машины работает, от прикуривателя, от розетки дома. В общем, удобная штука. Я его приобрел для наживок, куда-то на природу ездить, напитки охлаждать. Классная штука. Как бы этот вопрос я вроде думаю решил. Чтобы мне в холодильнике с продуктами со всеми не хранить всю живность. Вот. Червей можно в подвале хранить, там ничего не будет. А вот опарышей нужно морозить. Потому что. Так, что? Да, увлажняем корм и начинаем кормиться. В общем, погнали. Так, ну вот корм готов. Да, увлажнил, пробил через сито. Блин, немецкий язык еще в совершенстве не владею, но русский уже, блин, путается. Так, хотя здесь на каждом углу русскую речь слышно, это вообще не проблема. Сейчас теперь его установим. Так, вот такая штука у меня есть, удобная. Бах. И все. И все по фэншую. И вот чашка эта специально для этой штуки идет. У меня тут крепление есть, чтобы она не болталась по краям. Все зафиксировано. Здесь я уже все расставил. Вот. Интересно, кукуруза мелкая, крупная. Ну, посмотрим сейчас. Откроем. И кормиться я начну вот такой кормушкой. Здесь вот есть. Она не полностью вся открытая, да, но полу такая. Я ее называю молот Тора, да, вот здесь в виде молота. Груз идет, в принципе, неплохая кормушка, я ее уже тестировал. 35 грамм она, плюс корм. Вот как раз-то на то и выйдет. Вот, ну что, погнали кормиться. Так, переходим в режим от первого лица. Решил заменить я кормушку, потому что у меня она сильно длинная получается, в общем. А у меня отвод покороче, чтобы было все по фэншую. Так, это полтинник. Это полтинника. Есть у меня что-нибудь? Вот. 40 грамм. Такая маленькая. Ту-ту-ту. А что есть побольше? Побольше. Блин, я половину выложил еще себя в подсоб. Вот 40 грамм побольше есть. Вот, возьмем вот такую побольше, вот такую поменьше. И начнем с вот этой побольше, вот эту поменьше. Если что, перейдем на нее попозже. Посмотрим, как будет идти вообще расход корма и так далее и тому подобное. Так, вешаем эту кормушку. Хопа. Есть. Так. Теперь поводок.
Навязал я разных поводков, но я хочу сегодня попробовать. Это еще тоже с Казахстана привез, они у меня давно лежат. Не знаю, что с этой леской сейчас происходит. Точнее, произошло. Сейчас хочу как раз таки это узнать и попробовать. Надо ловить, что она будет лежать. Так, здесь у нас получается идет 0,12, диаметр 60 см. Крючок номер 14, это у нас Гамакацу 2210, такого золотистого цвета. Ну, если там глубина 8 метров, в принципе, этот золотой цвет, в принципе, нам не помеха. То есть можно красные крючки. После 5 метров, если глубина, красные крючки вообще без проблем, потому что после 5 метров красный цвет уже нифига не красный, обычный становится серый, там черный какой, а золотой у нас вот этот желтый чуть дольше держится. Ну, 8 метров, я думаю, уже ничего страшного. Блин, а они-то тут запутанные, пипец. Так, ладно, сейчас не будем тратить время, сейчас распутаю, быстро вернусь. Так, все, есть, наконец-то это произошло. Давай начнем с опариков. Так, одного вот так, другого за жопу и еще одного тоже за лицо. Так, и, ну, кстати, на вот эти кастеры тоже у меня нормально реагировала рыба. На кастеры тоже можно ловить, пробовать, в принципе, пока мухи не вылупились, можно ловить. Так, вот так вот 3 опарика на таком крючочке 14 номера. Посмотрим. Кормушка забита. Погнали. Так, фрикцион. Фрикцион, я думаю, я сейчас его чуть-чуть расслабил. Я думаю, сейчас мне при забросе не помешает. Потому что поводок тонкий, а рыба я хз вообще какая тут сейчас будет. О, нормально. Можно даже еще попробовать на пару оборотов его. Раз, два, три. На 3 оборотика вот так расслабим. Опа. Так, натянем. Ничего, если что-то мы никуда не торопимся. Мы сейчас только восстанавливаемся. В плане вторая рыбалка за 1,5-2 года. Это... Ну, хоть теперь все. Теперь путь открыт, как говорится. Давай кукурузу откроем, посмотрим, что тут вообще с ней. Посмотрим кукурузу. О! Аромат какой пошел сразу. Красота. Сейчас сразу, наверное, следующую кормушку попробуем чуть-чуть пробку в прикормку. Зернышек так 15-20 кинуть. И можно попробовать насадить. Будет, что там происходит. Ну, пока поклевок, ничего такого нету. Потихоньку начинается движуха, поднимается солнце. С утра вообще штиль был, полная тишина. Сейчас немного там автобан задвигался. Сейчас самолеты начали летать. И немного рябь на воде появилась. Животные все начали голосить. Вот, в общем, жизнь начинается. Сейчас скоро лодки начнут лазить, первые эти купающиеся придут. Пока не клюет, ладно. Будем ждать первой рыбки. Посмотрим. И, конечно, главное правило, которое не забываем, это максимум, да, поскольку мы прям на дно хотим кормить, что-то посерьезнее посмотреть, есть нету. Если что, потом удлинимся, можно будет плотвичку, можно будет под берег уйти. Вот. Ну, сейчас 5 минут перезаброс в полную кормушку. Ну, максимум 10, да, вот 5-10 минут. Если в темпе бы на ближнике, там, если такая ситуация, нет поклевок, то, ну, от 3 до 5. Вот. Ну, в общем, посмотрим сейчас, что у нас будет. Я тут такой прикол увидел. Написано «Он гентехник». Это типа без концентрата всякой херни, да, наверное, означает. Я сначала прочитал будто эту надпись «Сантехник». Ну вот, реально написано «Сантехник». Очень улыбнулся.
Кстати, что хотел сказать еще насчет мотыля. Здесь мотыля в продаже нигде нет, и он запрещен, и на него ловить нельзя. Короче, если тебя с мотылем спалят, то будут проблемы. Вот. Такая вот особенность. Опарыш, черви, все остальное, пожалуйста. Вот, мотыль под запретом. Расчехлил я все-таки пикерок, потому что не хочу сидеть, курить и ждать, что там как. Точку ту оставлю, конечно, буду периодически туда возвращаться. А возможно, даже закину удочку, оставлю вторую. А вот и ближнячок сработал. О, а вот и на ближнячке. Кто это? А вот и латвичка на ближнячке пошла. Давай в подсак ее примем. Хопа. Так, это уже интересно. Ближняк, вот он работает все-таки по плотве. Ага, прям за краешек глыбы, все как положено. Вот такая вот плотвичка. Давай ее тихо, плыви. Отпустим сразу. Блин, но соплей как у леща. Отлично. Кукуруза была и опарыш. А нет, опарыша не было, чисто кукуруза. Вот на кукурузу сработала. Ну, окей, давай еще раз зарядим. Такая небольшая кукурузка. Хоп, и все. И погнали. Так, сейчас зарядим кормушку. Я еще в кормушку тоже порции немного кукурузы дал. Все-таки кукуруза, смотри, как хорошо работает. Любит рыба кукурузу здесь. Ну да, потому что червей тут еще и найти надо. И как бы кукурузу пошел в магазин, купил за пару евро и все. И лови сколько хочешь. И в кормушку хватит добавить, и на насадку сколько хочешь, и карпик на кукурузу может залететь. Можно заказать где-то онлайн, но дороговато выходит. Можно к фермерам поехать, у них там попросить поискать, как нам подсказала с рыбнадзора товарищ один. Ну, посмотрим. Ну вот, в принципе, ближняк заработал. Сейчас посмотрим теперь, какая интенсивность будет клевая. Чуть-чуть покайфуем на плотве, да надо будет дальнюю точку проверить. Вот-вот, поклевку не могу заснять никак. Вот она, вот она, вот она. Вот она, плотвичка. Вот крючок побольше и никаких заглотов. Это меня очень радует. Так вот, если кому интересно, я могу рассказать по поводу рыболовной вот этой темы здесь, в Германии, на земле Хессен особенно. И, ну вот, у каждой земли есть свои законы, да, разные какие-то, в том числе и рыболовные, они разнятся, и где-то более строго, где-то более мягко. И здесь, на нашей земле, где я сейчас живу, где я нахожусь, Хессен, хессеновские права рыболовные признаются везде. То есть с хессеновскими правами я могу в любой точке Европы, Германии особенно ловить, да, потому что такая сложная тема с рыбалкой только в Германии. Так вот, я могу рассказать, чего мне стоили эти права, как они мне доставались, какая у меня тут битва была, потому что я вообще хотел без экзамена, без всей этой бюрократии, да, сделать себе рыболовные права. Но в принципе где-то как-то у меня получилось, да, обойтись
какими-то формальностями. Все-таки во все двери стучал. Кому интересно, я это все расскажу, пишите в комментариях. Вот. Также, кому интересно, пишите, я обязательно расскажу в каких-то следующих видео, как вообще я эти 1,5 года здесь, чем занимался, как они прошли для меня, как я интегрировался здесь, вот, что у меня с немецким языком. Юля-то у меня нормально шпрехает по-немецки, вот. А мне вот пришлось учить все, как говорится, с нуля, но нормально. Относительно других иммигрантов, в принципе, я хочу сказать, очень даже неплохо. Я уже сдал 2-й экзамен по немецкому. Вот. На 3-й дальше уровень, уже высокий немецкий, как говорится, литературный, я не пошел. Ой, это, в принципе, вся грамматика уже известна. Там, ну, плюс еще, да, какая-то грамматика. И в основном там идут очень какие-то сложные, высокие слова, которые мне пока нахрен не нужны. Мне бы с этим всем, что сейчас есть, разобраться, да, как сказать, устаканить их в своей голове и как бы более-менее свободно, быстро, бегло учиться разговаривать. Вот. Для этого надо быть постоянно в среде, общаться на немецком. Вот. И я скажу такую прикольную фишку, что вот те, кто иммигранты, у меня много ребят, вот, с кем я общаюсь за это время, с Молдовы, с Африки, с Египта, с Ирана, там, с разных стран, с Бразилии. И с ними разговариваешь, понимаешь, намного лучше, чем немцев коренных. Потому что немцы коренные разговаривают, как-то жуют, непонятно, переспрашиваешь по 10 раз, что ты там сказал. А иммигранты, они учат, да, немецкий, высокий немецкий в школе, как положено, и прям четко произносят все слова, стараются грамматику соблюдать. А у немцев есть, да, вот эти вот наши фразы, так же, как мы по-русски будем разговаривать, и те, кто учил русский, да, они тоже будут не все понимать. Вот. То есть много таких нюансов всяких, очень много приколов, очень много интересных ситуаций было за это время. Вот, так что пиши в комментарии, задавай вопросы. Расскажу прям с интересом. О, вот под берегом что-то. В прошлый раз ловил плотву, и если выматывал без рыбы, если насадка была целая еще, у меня тут прям видно было, окунь атаковал, я так окуней, наверное, штук 10-15 вытащил, ну, таких окуньков небольших. Вот кукуруза целая, нетронутая. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Рыба, ты где? Либо в толще, либо еще по делам не пошла, либо, ну, здесь под берегом точно есть сейчас окунь, плотва какая-то 100%, карпик, лещ, не знаю, непонятно пока. Вот. Рыба очень избирательна, очень осторожна, нет такого, что кидается на все подряд. Вот. В прошлый раз даже удлинялся до метра. Посмотрим. Еще у нас много времени, мы никуда не торопимся. Будем, как говорится, посмотреть. Кстати, там есть места с других пятаков, короче, озера, где идет сразу глубина нормальная. Там можно будет с поплавочкой как-нибудь. Обязательно с поплавочкой посидим. 8-метровку я взял. Поплавки взял, все у меня есть. О, вот плотва, окунь под берегом. Ходят, окунь вон уже на кого-то там охоту затеял. Посмотрим. Сейчас, если еще карпик какой-нибудь залетит, блин, у меня 0,12. Ну, а посмотрим. Это на фидерных соревнованиях, на чемпионате Казахстана, по крайних, в которых я участвовал, у меня в первом туре залетел амур на 7 кило. Я думал, лещ. А он вообще не сопротивлялся. У меня 0,10 поводок или 0,12 стоял. Я его подтащил, даже часа 2 я с ним возился. Там такая туша была, короче, он мне в подсак не залазил, не давался никак. Я боялся, что он оторвет, потом плюнул. Вот, и дальше ловил. Ну, посмотрим. Ну, здесь рыба очень бойкая. Не то, что из воды, вот эту плотву большую, из воды трудно вытащить ее. Она торпеда. Ее, блин, в подсак трудно завести. Вот такая вот история. Здесь поводок 90 см сейчас. Возможно, сильно длинный.
какая-то мелочь. Да, мелочь. Но вот не такие активные поклевки, как были пару дней назад. Да, вот она, плотвичка. Вот он, длинный поводок, непонятный, вот эти вот шевеления неясные. И в итоге чуть-чуть заглотик небольшой. Короче, как говорится, чем бы дитя не тешилось, кукуруза, видишь, тут такие куски большие, маленькие надо выковыривать, искать. Какие-то корявые. О, вот маленький, хороший кусочек. Я беру большие ножничками, хоп-хоп. У меня вот такие маленькие уже аккуратные кусочки, которые я насаживаю. Потому что на большие, блин, дергает, а в итоге большой сильно кусок есть, чтобы засечься нормально взять. А вот на вот такую маленькую, в принципе, очень хорошо. Больше реализации намного. Вот. Смотри. Серит как. Фу, блин. Вот так вот укрепняемся потихоньку. Какой приятный. Приятно очень она сопротивляется. Давай отпустим ее быстрее. Пусть плывет. Вот. Есть. Удлинился до метра. Качал дальнюю. Все-таки рыба на ближней проснулась. Пошел более такой интересный клев. Не заброс ожидания, а заброс и поклевка. Так, тихо. Как я уже отмечал, хорошо реагирует на кастера. Видимо, у него же плавучесть есть. Там у него много воздуха внутри. Видимо, он просто очень хорошо презентует насадку. Может, даже слегка ее приподнимает. Вот сейчас так, 2 опарыша и кастера. Если кастера схерачит, то у меня потом будет вертолет, да? Ну окей. Вот сейчас я воду опущу. Да, кастер очень хорошо презентует насадку, очень медленно опускается и очень хорошие движения на дне создает. Сейчас 25 грамм стоит, можно поставить 14 грамм, 7 грамм. Можно вообще без дополнительного груза поставить сетчатую. Вот сразу. Вот она, поклевочка. Хорошая. Вот. А то утром очень вялые поклевки были, вообще непонятные. То ли поклевка это, то ли что там. О, а сейчас рыбка, вон, смотри, как активизировалась. Ну, как интересно стало. Вот такая плотвица небольшая. Интересно, сегодня будет бонус? Я думаю, что будет. Я очень на это рассчитываю. Да, вот правда от нее соплей, я не знаю. Обычно от леща столько. Вот это уже что-то поинтереснее село. Это уже хорошая плотвичка. О, сейчас мы ее в подсак примем. Пойдем. Хопа. Есть. Вот это уже, видишь, какая бойкая. Бойкая, дерзкая. Вот это уже другой разговор. Ты сейчас у меня еще с рук будешь, да, наверное, вырываться. Я тебя зафиксирую. Хопа, аккуратненько, бах, и все. Тихо. Сейчас отпущу. Вот. Эй. Ё-моё. Ну ты чё такая неугомонная? Пойдем, я тебя отпущу в воду. Эй. Ой. Все, давай. Пока. О, поплыла. Хорошая. Вот это уже хорошая. Опять же на кукурузу. Качаю точку, потихоньку в кормушку даю. Бывает пустыми кормушками кидаю. Вот это как раз тот случай был, пустую кормушку перезабросил. И все, и взял.
Вот это хорошая поклевка, уверенная была. А которые поменьше, они такие, стесняются. Вон, сейчас утки проплывут, можно будет перезабрасывать. Да. Бандиты, давайте. А чё не голубой вертолет пролетел? Как бы я ни на что не намекаю, но тут в Европе как бы сам Бог велел. О, а вот это уже что-то не поинтересней. Это уже что-то прям... О! Да ну нафиг! Это лещ. Ребята, я дождался. Я дождался. Леща наконец-то. Идет съемка. Да, самое главное. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Но он не сопротивляется сильно, он просто тяжелый. Я просто увидел, что брюхо, что это лещ. Да. Да. Офигеть, лопата. Пацаны, какая там лопата. Охренеть. Блин, а может он даже зацепился? Так, ты не переворачивайся. Давай я не буду форсировать события. Офигеть, дождался я тебя. Мой первый немецкий лещ. Ты со мной будешь на немецком разговаривать? Офигеть. Вот это лещара бронзовый. А нет, это не лещ. Это линь. Это линь. Охренеть. Вот это линь. Охренеть просто. Ну все. Фу, план на сегодня выполнен. Ты посмотри. Охренеть. Так. Давай я вот так одно уберу ручку подсака, чтобы она мне не мешала, чтобы чисто тебя вот так вот. Потому что мне нужно сейчас к тебе подойти аккуратно. Охренеть. Фух. Где мой телефон, блин? Если я тебя сейчас неудачно буду с подсака выкладывать, чтобы хоть фотография осталась. Так, давай я сначала крючок попробую извлечь. Охренеть. Смотри. Так, аккуратно, нет. Охренеть. Прям вот на кукурузку с краешку губы. Ой, как мне повезло. Ой-ой-ой, как он зацепился плохо. Так, все. Идем. Тише, братанчик. Ну ты ж, ну нормально же, блин, общались. Ну ё-моё. Так, давай я тебя успокою чуть-чуть. Давай я тебя чуть успокою. Попозируешь чуть-чуть. Смотри. Охренеть. Ты смотри, какой у него ротяра. Вот это линь так линь. Охренеть. Ага. Ну чё, ребята, я так думаю, не потерял своих навыков, и чуйка моя по рыбе до сих пор работает. Смотри, какой у него хвостяра. Вот моя рука, и какой хвостяра у него. Вот. Так, ну все, надо его отпускать. Так, ну чё, дружище, будем с тобой прощаться. Все делали вроде аккуратно, чтобы тебе не навредить. Давай, плыви. Давай, ты свободен. Порадуй какого-нибудь еще рыболова дальше, который тебя также отпустит. Ой, красавчик. Ну, ребята, ну это, ну больше полторашки, это точно, это, наверное, я не знаю, ну не буду гадать, все равно он мне подарил кучу офигенных эмоций. Фух. Так, ну вот опять плотвичка пришла. Плотвичка, причем хорошенькая. Прям за краешек. Я тебя сразу, чтобы подсаком не мучить, сейчас так отпущу. Опа. Плыви. Я не сказал, давай брызгаться будем. Мы не в бассейне с тобой, слышь? Минздрав предупреждает, курить вредно. Не кури вот такие гадости, как я, не повторяй. В общем,
знойная жара перешла в ветер, тучи и так далее и тому подобное. Ну, вроде сейчас более-менее успокоился. Ну, я уже собрался домой. Задачу минимум или максимум, или как еще там, выполнил. Взяли хоть какую-то более-менее крупную рыбу. Но пока не очень понятно. Есть, да, какие-то мысли, какие-то наработки, но мне как новичку еще предстоит много с чем здесь разбираться, смотреть. Это всего лишь первая нормальная такая полноценная рыбалка. И в прошлый раз разведка была, я думал, ну, что-то вроде понял, сейчас все, буду прям колбасить. То ли, ну, как ты сам сегодня убедился, не все здесь так просто. Да, возможно, как-то какое-то время здесь попадаешь очень хорошо. Или там карпа высиживать, или на флет попробовать, или со спиннингом там поплавать, потому что рыба тут разная, рыба и крупная, и мелкая, есть и вся на свете. Вот. Но у нас сегодня так получилось, покидали на пикерок, на фидерок, попробовали всякие привычные для меня классические штуки, но в итоге получилось линь, да, линь, он там просто вот этот линек шел как пылесос. Загребал, и, видимо, удачно просто мой крючок попал к нему в хавальник, и я его, как говорится, принял, но очень прям за краешек он там держался этим крючком. Ну, в общем, все срослось. Я собрал уже свое барахло. Вот такой драндулет у меня получился с колесами. Вот здесь колеса, транспортная система, все дела. Вот, но ну, вроде нормально. В общем, путь новичка, путь только начался. Думаю, все впереди у нас с тобой. И рыба, и победы, и все остальное прочее. И эмоции, и удовольствие. Так что жду твоих вопросов, жду твоих комментариев. Обнял. Ни хвоста, ни чешуи. Пока.